Вчера стало известно о том, что армии России удалось занять город Селидово в Донецкой области. Это событие подводит нас к финалу, итогом которого может стать полный уход украинских войск с территории Донбасса. О боях за Селидово и о будущем Донбасса в целом ты узнаешь в моем видео. Подписывайся на канал, а я начинаю. Взятие армией России города Селидово в Донецкой области не является внезапным, и к этому событию привело множество последствий. В первую очередь на исходе боев за этот город сказался упадок боеспособности украинской армии, который начал происходить еще год назад, ввиду того, что в Украине наблюдается рост антивоенных настроений, а население Украины стало вносить меньший вклад в войну с Россией, эффективность украинских войск на Донбассе начала снижаться. Поначалу военные укрепления на территории Донбасса, которые украинцы строили на протяжении 10 лет, а также холмистая местность, на которой эти укрепления были построены, позволяли кое-как отражать натиск русских. Но теперь ресурсов на длительную оборону у вооруженных сил Украины фактически нет, и вряд ли что-то в этой ситуации изменится в ближайшее время. Возможно, ситуация под Селидово не была бы настолько тяжелой для украинцев сейчас, если бы руководство Украины не приняло бы решение провести наступление в Курской области России. Но это тема для отдельного ролика. Однако ввиду того, что на любое наступление необходимы люди и ресурсы, а у Украины этих ресурсов не было, то было принято решение взять с территории Донбасса в Курскую область множество элитных бойцов и различной военной техники. Восполнять эти потери на Донбассе было неким, и результатом всего стало продвижение русских на территории Донбасса, причем довольно внушительное. Особенно это продвижение стало заметно вблизи городов Селидово, Покровское и Мирноград, бои за поступы к которым ведутся уже не один месяц. Долгое время русские пытались пробиться на этом участке фронта, так как получение контроля над всей территорией Донбасса является важной задачей для Владимира Путина, а в направлении городов Селидово, Покровское и Мирноград находятся помимо этого важные шахты с углем, и если Россия их заберет, то сталелитейная промышленность Украины загнется, что значительно скажется на украинской обороноспособности. В последнее время с Донбасса поступают тревожные новости для Украины. На днях армия России добилась определенных успехов в своей политической задаче и смогла занять город Селидово. Произошло это не сразу, и за город велись тяжелые бои. Украинские войска оказывали ожесточенное сопротивление, вследствие чего бои в Селидово велись за каждый дом. Нередко могла произойти ситуация, когда на первом этаже дома находятся украинские войска, а на втором русские, и между ними завязывается тяжелая перестрелка. Такое положение описывали, кстати, украинские военные. Неизвестно, честно говоря, сколько бы продолжалась эта битва, но ввиду того, что русским удалось пробить фланги украинцев, заняв населенный пункт Вишневое и сжать город в полукольцо, вооруженные силы Украины были вынуждены отступать, чтобы не попасть в окружение. Об оставлении позиций на востоке Селидово уже успели сообщить в украинских военных пабликах, и мы можем смело заявить о том, что бои за Селидово подошли к своему финалу. Фронт ВСУ на юге Донецкой области разваливается. Об этом пишет военный аналитик газеты Бильд Юлиан Рёбке. Он также подтвердил, что захвачен город Селидово. Вот его прямая цитата. На юге Донецкой области разваливается фронт. В региональном масштабе речь идет о потере от 2 до 5 километров в день. При таких темпах России еще понадобится 6 месяцев, чтобы добраться до Днепропетровской области, написал он в соцсети X. Рёбке сообщает, что за последние 3 дня российская армия захватила 8 населенных пунктов, а именно Богоявленко, Катериновка, Измайловка, Александрополь, Горник, Селидово, Шахтерская и Вишневая. В тяжелой ситуации под Селидово Рёбке обвиняет западных союзников, которые присылают мало оружия. Вот он говорит: можно признать, что наша нынешняя поддержка приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах, и что украинское руководство не может найти никаких средств или способа восстановить наступление России. Честно говоря, слова Рёбке верны лишь отчасти, так как западное вооружение хоть и играет важную роль в задержке российского наступления, но успех его применения зависит исключительно от украинских военных и украинского народа. Если ситуация у военных становится тяжелой, а пополнение дивизий происходит некачественным составом в виде насильно призванных людей, не желающих воевать, то каким бы западное оружие не было эффективным, оно не поможет переломить ход войны. Да и о эффективности западного вооружения говорить довольно-таки спорно. Но вернемся к главной теме. Ситуация в Селидово становится все более катастрофической для гарнизона вооруженных сил Украины. Украинские военные заявляют о ухудшении ситуации на данном направлении. Русские смогли частично выбить наши подразделения из 11-го микрорайона на севере города. Думаю, что скоро этот фланг может окончательно посыпаться. Терекон на востоке тоже под контролем России. Также на юге довольно плотно русские проводят контратаки и постепенно зачищают высотки. За нами остается лишь западная часть города, пишет боец ВСУ с позывным Мучной. Напомню, что украинские солдаты пока что отвергают падение города Селидово.
Селидова и сообщает, что под контролем украинцев все еще остаются западные кварталы Селидова. Большей частью одноэтажные кварталы, но, как мне кажется, это все говорится для того, чтобы просто успокоить украинский народ. Множество видео в различных телеграм-каналах с города Селидова говорят нам о том, что исход боев давно предрешен. Эти видео ты, кстати, видишь в моем ролике. Сообщается также и то, что в городе Селидово осталось множество мирных жителей, которые отказались от эвакуации на территорию Украины по ряду причин. Украинские солдаты уже успели обвинить армию России в расправах над мирными жителями, показывая фотографии улиц, где видно мертвые тела в гражданской одежде. Мне бы хотелось, чтобы ты написал комментарий по этому поводу. Будет здорово, если ты сможешь подтвердить или опровергнуть эту информацию. Однако, падение города Селидово интересно не только ходом сражения России против Украины, но и тем, что ситуация, произошедшая на данном участке фронта, показывает много чего интересного. Например, если сравнивать бои Селидова с боями за Бахмут или Авдеевку, то мы заметим, что бои стали происходить довольно быстрее, а украинцы чаще оставляют собственные позиции. Города-крепости Украины уже не могут помогать украинской армии эффективно обороняться, а до выхода к Днепропетровской области Украины русской армии осталось всего 13 километров. Днепропетровская область известна тем, что находится в степной местности, на которой удобно вести наступление, а также тем, что именно здесь находится основная украинская промышленность. Дальнейшее продвижение русских будет происходить в ускоренном темпе, а потеря новых территорий для Украины будет даваться более ощутимо. Рано или поздно, если ситуация на фронте будет такой же для Украины, как и сейчас, то существует огромный риск того, что Россия полностью возьмет под контроль Донбасс уже в следующем году. Обещаю следить за ситуацией на фронте в целом и давать максимально объективные оценки в происходящим событиям. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!